Всем привет! Сегодня я снова буду играть в брейнротов и прокачивать свою базу, а помогать мне в этом будут мои любимые и крутые подписчики. Посмотрим, сможем ли мы украсть самых крутых брейнротов или меня снова заскамят, оставив с одним жирафом, как в прошлой серии. Обязательно гляньте, если пропустили. Выбрав новую жертву, я осмотрелся вокруг его базы и нацелился на алмазного фрика Камело на втором этаже. Уверенно захожу на базу, уже чувствую запах победы, и тут бац, база закрывается прямо у меня за спиной. Я, конечно, мог бы респауниться, но решил, а почему бы и нет, останусь-ка я внутри. В итоге я все-таки стырил этого бешеного мутанта, но это оказалось фатальной ошибкой. Потому что в момент, пока я был на базе у другого чувака, я просто забыл закрыть ворота, и поэтому моего жирафа автобота Десептикона кто-то увел. Представляете? Пока я добывал нового, старого уже украли. Классика брейнротов. Смотрите, я украл еще одного, и теперь у меня на базе 2 голубых жирафа. Да. Я отправился к своему обидчику и забрал у него осьминога. Опять. Слушай, просто смирись, тебе никогда не получить осьминога, он мой по праву, а раз база у тебя все еще открыта, то я еще и глорба прихвачу. Ну и заодно, чисто для коллекции, стырил шеф-краба. Уже чувствую себя настоящим директором аквариума. А следующий улов оказался еще интереснее. Голубой кавала виртуоза. Причем, по-моему, даже с мутацией. Я офигел, честно, потому что таких мобов у меня все еще никогда не было. Но самое жесткое началось дальше. На горизонте появился паровозик Томас 3000, или я даже не знаю, как это назвать. Огромный сияющий, будто с обложки мема. Тут я сразу понял, это мое. Подхожу уверенно, всех раскидываю, вырубаю конкурентов и перекупаю Томаса себе на базу. Я уже представлял, как он будет кататься у меня по базе и фармить тонны денег. И тут меня замораживают. Просто за что? Томас уезжает к другим, а я остаюсь просто стоять как статуя изо льда. Наконец я выцепил последнего недостающего брейнрота Потапима и сразу же заюзал перерождение базы. Знаете, это было приятное ощущение, хотя все обнулилось, деньги, мобы, все, что я так долго и усердно собирал, но на душе я был в кайфе, потому что теперь моя база стала круче, а значит брейнротов с моей базы станет воровать сложнее. А самое крутое — это второй этаж, наконец-то я получил его. Поиграв еще немного, я получил Пипи Киви, сразу 2 панд и даже редкого тукана. Честно говоря, я был в восторге, потому что тукан приносил мне целых 100 тысяч в секунду. По сравнению с тем, сколько мне приносили старые брейнроты, это просто жалкие копейки, так что настроение у меня было примерно как у школьника, которому завтра сказали, что отменили контрольную. На следующий день я снова залетел в игру буквально на минутку, ну вы знаете, как это бывает, и через пару минут у меня уже стояла полная коллекция новых брейнротов. Кошелек снова пух, а это значит, что я снова богач, так что пора готовиться к новому перерождению. Для следующего апа базы мне нужны были всего 2 моба – Краб-повар и Глорба. Да фигня, соберу за 5 минут, подумал я. И тут удача решила улыбнуться. Первым же делом мне попался Глорба, реально. И я даже не поверил своим глазам. Я уверенно подбегаю к нему и уже представляю, как он будет фармить на моей базе. И тут появляется какой-то чел, начинает нагло подходить, как будто это его добыча. А ну отойди, этот арбуз сегодня катится только на мою базу. А ты еще что у меня забыл? А ну давай-ка выметайся по-хорошему. Накопив 160 тысяч, я начал активно ждать краба. Остался всего один шаг до перерождения, и я уже представлял, как моя база снова превратится в супер-мега-комбайн по добыче брейнротов. По пути мне, кстати, попался малиновый фламинго, и угадайте кто? Тот самый жираф-автобот. Да-да, мой старый знакомый. Его попытался перекупить мой сосед по базе, но тут я достал свой пчелиный пистолет, и он быстро передумал. Скажу честно, держать пчелиный пистолет в руках — это особое удовольствие. Ты сразу чувствуешь себя не просто игроком, а карающим инквизитором Улья, вершителем судьбы брейнротов. Любой враг моментально понимает, связываться с пчеловодом смерти лучше не стоит. Теперь все, что остается, дождаться краба. И тут начинается настоящее испытание. Каждая минута ожидания тянется как целая вечность. Ты уже смотришь каждый угол карты и думаешь, ну где же ты? А он все не появляется. Теперь у меня вот такая коллекция брейнротов. О, кто-то ворует тукана. Не сегодня, дружище. Итак, наконец-то я получил краба. Пора перерождаться. Все по новой опять. Пытаюсь своровать жирафа, и у меня почти получается. Но, видимо, меня телепортировало, и он пропал. Хотя, может, это какой-то гаджет новый. Пытаюсь купить виртуоза, но почему-то кнопка не нажимается. Надеюсь, хоть у вас кнопка поставить лайк нажимается. Проверьте прямо сейчас. Ну и подпишитесь заодно. Дальше я встретил подписчика, и он подарил Матео, который мне начал приносить по 500 тысяч в секунду, чему я обрадовался, конечно, ведь вопрос с деньгами после перерождения теперь у меня закрыт. А потом мне подарили дикий апельсин. Накопив целых 100 миллионов, я понял, что до нового перерождения мне осталось совсем немного.
много. Всего 2 брейнрота, холодильник и обезьяна. Казалось бы, простая задача, но на этом плейсе просто так ничего не бывает. Пока я бегал кабанчиком по карте, на меня внезапно напала какая-то Ника 13, вооруженная палкой, будто бы это была священная реликвия из другого измерения. Она налетела, махала ей как бешеная, но я решил не растеряться и впервые попробовать свой новый девайс – электрошокер. И знаете что, он оказался каким-то кривым. Вроде жму, а он то не стреляет, то целится куда-то в небо. А может, это просто я не туда нажимал. В любом случае, мне показалось, что оружие странное. Наверное, может быть, к нему просто надо привыкнуть. Но на этом мои приключения не закончились. Я снова прокачался, нафармил еще бабла и решил сделать последнее перерождение на сегодня. Открыв перерождение, я обнаружил, что для следующего перерождения мне понадобится бомбардира крокодила. Тот самый, который обычно достается с боем и кучей нервов. И тут меня приятно удивил мой подписчик. Он просто взял и подарил мне крокодила-бомбардира. Причем бесплатно. Вот это я понимаю настоящая поддержка. Огромное тебе спасибо, бро, если ты это смотришь. Ты реально спас мне кучу времени и нервов. А если тоже хотите попадать в мои ролики и помогать на съемках, подписывайтесь на мой телеграм, а после добавляйтесь в друзья в Roblox и будем играть вместе. Вместе мы сможем делать еще более жесткие замесы и строить базы до небес. И вот, ребята, наконец-то у меня все готово. Все нужные брейнроты собраны, крокодилы чилит у меня на базе, и теперь дело за малым. Ну как за малым? Накопить всего лишь каких-то жалких 350 миллионов. Чувствую, это будет настоящее испытание, потому что даже с моим фармом это не так уж и быстро. Открой базу и верни мне потопила. А чтобы хоть как-то ускорить процесс, я решил собирать всех бомжей, что встречаются на пути. Да, не самые прибыльные мобы, но хоть что-то капает в копилку. Старался изо всех сил, бегал туда-сюда, перекупал все подряд, но пока что накопил всего 2 миллиона. Наконец-то, спустя несколько часов я смог прокачать базу. Правда, 3-й этаж так и не получился. Но ничего, в следующий раз мы его обязательно добьем. Потому что теперь я жестко заряжен на апгрейд. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и залетайте в мой телеграм, ссылка в закрепе. Это помогает мне продолжать делать для вас новые ролики. И еще отдельное спасибо всем тем, кто принимал участие в этой серии. Вы реально красавчики, без вас было бы гораздо скучнее. С вами было невероятно весело играть, сражаться и скамить перекупов. Увидимся в следующих играх и новых сериях. Спасибо за просмотр, всем пока.